Криптоэнтузиастики, приветствую вас на канале. Сегодня самый прекраснейший день, потому как у нас первый день лета, и это, конечно же, самое прекрасное время года, когда можно отдыхать, купаться, ну и много чего творить. Итак, ну что у нас по крипте? Биток 0.7, эфириум 0.1. Закрыли май месяц. Давайте мы посмотрим, как мы закрыли май месяц по биткоину. У нас здесь облако Ишимоку. Мы его вот так вот сделаем. Что ж такое с моей мышкой? Тут посмотри эту мышку, ё-моё. Итак, на дневке выглядим мы неплохо, скорректировались. И подошли к первому блоку поддержки 103 тысячи долларов. У нас есть еще сильнейший блок, это 97 тысяч долларов. Здесь у нас есть линия ПОК по всем объемам вот этой вот вершины по биткоину. И важно, хотя бы, чтобы мы не уходили ниже. Ну, там у нас есть еще небольшой гэп в диапазоне 91 тысяча долларов. Но я думаю, что мы туда не доберемся. На дневке мы видим то, что у нас RSI стохастик неплохо разгрузили. На недельке у нас RSI уже в принципе неплохо разгружен, стохастик еще на хаях. И что у нас по месяцу? Давайте-ка мы глянем месяц. Месяц май. Не хворай. Месяц май, не хворай. Месяц май у нас сильнейший фитиль. Это говорит о том, что у нас сильный продавец здесь есть. Но фитиль таки довольно неплохой. Сколько у нас здесь получается? 8%. 8%. Обычно, зачастую, когда у нас есть сигнал на хэш-риббенсе, то коррекция составляет от 10 и до 15%. А если 15, то нам еще, в принципе, мы можем шлепнуться для формирования фитиля, месяца июня, мы можем шлепнуться даже вплоть до 97-96 тысяч долларов по биткоину. Мало ли, может такое даже и произойдет. Ну вот, например, как у нас здесь вот закрылся месяц, сформировали фитиль. Здесь у нас был фитиль на практически 10,5%. Ну, посмотрим, как у нас здесь будут они все это дело мурыжить. Как они здесь все это дело отмурыжат, конечно же. Ну, а если посмотреть на сам индикатор HashRibbons, что он там делает? Давайте мы глянем его. И если у нас там уже закрепление на недельке, нам важно на недельке увидеть уже конкретный закреп, потому как дневка дневкой, а неделька должен быть закреп у нас. Итак. HashRibbons на часе. Смотрим на дневке. На дневке у нас есть два сигнала. Первый сигнал 21 мая, второй сигнал у нас был 23 мая. А если быть поточнее, он там в 12 часов ночи засветился 24 мая. Как раз у меня были именины. И смотрим, конечно же, недельку. Все, у нас есть на недельке тоже подтверждение, закрепление. То, что у нас на прошлой неделе именно конкретно уже закрепился сигнал. Также мы здесь видим капитуляцию. Данный индикатор основан на капитуляции майнеров. Он зачастую всегда по истории показывал очень четкие сигналы на покупку. Не было такого раза, чтобы он не отработал. Я изучил полную историю данного индикатора, и у нас, когда был сигнал на покупку, была небольшая коррекция. Вот здесь была у нас небольшая коррекция. Коррекции у нас составляли до 15%. Но и после данного сигнала у нас проходило от 1 недели до 98 дней. Смотрите, 14 недель. И потом все это дело поперло вверх. Аналогичная ситуация у нас была и в 2023 году. И аналогичная ситуация у нас была и в 2022 году, когда биток нащупал свое дно. Вот мы видим то, что после китайского запрета у нас тоже был сигнал на покупку битка. Это все дело отработало. И весь длительный период времени, когда биток погружался на медвежку, у нас не было ни единого сигнала. Только на самом дне
на самом донышке, когда биток отрисовал свое донышко, был сигнал. Это нам говорит о том, что, по всей видимости, здесь по биткоину еще не закончен цикл. Еще здесь не закончен цикл. И вершина будет поставлена. Где-то может быть в диапазоне там 150 тысяч долларов, может быть 160, 170. Как раз в этот момент, я думаю, что P-Cycle Top покажет сигнал на продажу. И можно будет, конечно же, покинуть рынок. Но не нужно забывать о том, что в дальнейшем будет медвежка. На медвежку лучше в рынке не оставаться. Итак, что у нас по притоку капитала? 3 триллиона 270 ярдов. В принципе, изменений особо нет никаких. Что у нас по поводу доходности? Второй квартал. Неплохой был квартал. 25%. Здесь тоже 37% по эфириуму. Биток июнь. Мы пока что в минусе. Ну, день только, первый день. Полдня проторговались, даже менее чем полдня, 0,53%. Это сейчас здесь что-то рассматривать, это просто ни о чем. А что у нас по эфириуму? По эфириуму у нас аналогичная ситуация. И в принципе всегда было такое, что лето, ну, мы видим 3 месяца негативных просто. Но, допустим, 2017 год у нас здесь был положительный для эфириума. Также у нас 2020 год был положительный. Правда, июнь не очень таки хорошенький был месяц. Может быть такое, что в июне будут колбасить, консолидировать, корректировать. Ну, будем наблюдать за этим всем делом. Дальше, доминация у нас биткоина. В принципе, особо никуда и не падает. Стоим на месте. И это говорит о том, что нету хорошего притока капитала в альту. На недельке доминация выглядит вообще, ну, просто устрашающе. Просто ползем без пробития трендовой. Уже ползем, уже настолько проползли, что даже все временные циклы, которые были, допустим, у нас 2017 и 2021 год, они просто-напросто сломлены. Мы в прошлых циклах, смотрите, где уже были по доминации. Вот наш период времени, да. 26 мая, вот у нас получается новая неделька. Мы уже здесь конкретно был альтсезон в разгаре. Что в 2021 году, что в 2017 году. Аналогичная ситуация. Альтсезон был в разгаре. В этом цикле мы этого не видим. Ну, имеют как хотят. Вот, в принципе, вот так вот. На дневке видно то, что доминация продолжает расти. Вчера мы тронули вот этот вот блок сопротивления. И, по всей видимости, здесь похожая ситуация, как было на DXY. Здесь у нас есть имбаланс. Вот у нас было сильнейшее падение по доминации. Здесь есть имбаланс. И аналогичная ситуация у нас была похожа на DXY. Вот я только что открыл график и прям смотрю, ну, похожая как на DXY, да. Вот, мы неоднократно рассматривали DXY. Аналогичная ситуация, да. Вот у нас падение, сформированный имбаланс на недельке, правда, это все на недельке. Через какой-то определенный период времени, вроде бы казалось бы, да, будем падать, вернулись и перекрыли этот имбаланс. Ситуация похожая как на, вот, как не на DXY, так и на биткоине, да. Падение с имбалансом. Вроде бы будем падать, да, вроде бы будем падать вниз, но нет, вернулись. Может быть такое, что здесь перекрыли имбаланс, и дальше у нас будет падение. Вот как раз это вот зеленое. Вот может быть такое, что с текущей где-то уже дальше мы увидим отток по доминации. И в этот момент у нас будет расти эфириум. Биток может даже консолидироваться в боковике на протяжении там 2 месяцев, например, июнь-июль. А приток капитала уже будет намного больше идти в эфириум. И будет падение доминации биткоина. Посмотрим, понаблюдаем, как у нас будет идти лето. Сегодня только первый день лета. Дай бог, чтобы у нас все это дело раскачали. Ну и тут мы видим то, что имбаланс был перекрыт. И дальше мы начали падать. Дальше мы начали падать по DXY. Вот у нас неделька тоже закрылась. Такой медвежий флаг был. Небольшой локальный. Вот так вот. Ну, доминация выглядит вроде бы неплохо, но хочется просто ей пойти на перехай. Дадут ли перехай?
Посмотрим, понаблюдаем. Но я думаю, что здесь уже будут, наверное, формировать все-таки вершину по доминации биткоина. Также доминация альты. По альткоинам мы обновили лой. Мы видим то, что обновили лой. 7,32% на этой неделе. Все, альткоины просто обновили свой лой. На данный момент мы уже должны видеть альтсезон. А мы, в принципе, не видим никакого альтсезона. Мы, наоборот, обновляем лои и пришли практически к лоям января, декабря, 2020-2021 год. И, в принципе, тут что мы видим? Индикатор Hash Ribbons можно тоже применять к разным индексам. Но, правда, он здесь показывает разные шумы. Но здесь нету сигнала на покупку. Здесь видно, что идет капитуляция. Это так чисто шумовое движение, можно так сказать. Чисто анализировать его нельзя каким-то индексом, но можно прикинуть то, что здесь действительно происходит капитуляция по альткоинам. Вот так вот. Рисует донышко, можно так сказать. Будем наблюдать, смотреть. Но ничего интересного альта не показывает. Вот. На протяжении этих полгода просто укатали все. Стоим. И еще плюс здесь такой вот нисходящий клин. Зачастую нисходящий клин обычно пробивается вверх. Посмотрим. Вот клин здесь присутствует по доминации. Вот так вот. Может, все-таки здесь уже начнут они это все дело разворачивать. Может. Будем на это надеяться. Также давайте почитаем комментарии. И максимально хочу выявить благодарность тем людям, которые поддерживают мой канал лайками, подписками, комментариями, иногда донатят, ибо если бы не было вас, не было бы моего канала. Все ссылки есть в описании под видео. Телеграм-канал, телеграм-чат. Запрыгаем телегу, поддержим канал. Огромная вам благодарность. Венеция, да. Так, общая капа всей крипты должна достигнуть 5 или 6 триллионов. Хотя бы, чтобы завершить цикл в этом цикле. А пока мы в середине цикла. И альтсезон будет самым мощным по 1000 иксов от текущих. Возможно, в 2026 году. Сейчас лучше всего докупать альты на дне. Да, альта у нас на дне, конечно же. Так, эфир очень удивит летом. И далее уже к Новому году. Надеемся. Так верить нужно, а не как ты. У тебя один день to the moon, а второй скам. Выходит, что это за вера. Так я верю, я сижу в крипте. Почему? Я же не выхожу с крипты. И я говорил про скам. То, что будут появляться скамеры. Я не говорю о том, что крипта скам. Я говорю о том, что будут появляться скамеры разные, особенно в телеграм-каналах, везде будут вас зазывать, чтобы вы, допустим, подключили свой где-то кошелек, кому-то перевели деньги или еще что-то. На хаях рынка они всегда появляются и будут вас скамить. Будьте очень внимательны. Вот что. Меня устроит эфир по 3300, если дадут такую цену. Сразу полностью выйду из эфира. Да, у меня, в принципе, эфириум есть. Еще на 98 должны сходить после импульса. Может быть такое. Сейчас последняя коррекция перед альтсезоном. Да, в принципе, может быть такое, что последняя коррекция. Давайте мы посмотрим все-таки Total 1. Total 1. Это у нас капитализация всего рынка. Вот. Total 1 у нас неплохо выглядит, конечно. Пробили мы этот нисходящий тренд. Ну и, конечно же, был рост. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7 недель мы росли. Все-таки. Ну, неплохо. Удерживаем, конечно. Вот у нас был нисходящий тренд. Мы его пробили. Удерживаем мы блок поддержки. И по FIBO. Так, давайте мы, конечно, уберем эту красную от линии, она нам не нужна. По FIBO мы должны прийти в первый уровень 618, вот сюда вот. У нас же рынок торгуется
вообще по Фибоначчи каким-то там золотым сечением, то по Фибоначчи у нас вот 4,5 триллиона долларов. Ну и, конечно же, сильнейшая эйфория, это если у нас будут такие вот шикарнейшие импульсы просто вот сюда вот так вот, к вторым целям по Фибоначчи, да. Если у нас будут такие вот импульсы сюда, то это было бы вообще шикарно бы и неплохо. Ну, пока что неплохо тоже. Total 1 неплохо держится. У нас все-таки мы выше торгуемся вершины 2021 года, распиливаем вершину 2024 года, вышли с нисходящего канала, все здесь выглядит лонгово, пришли опять на коррекцию, на ретест, есть блок поддержки, посмотрим, удержит его или нет. Все вроде бы здесь у нас хорошо. Также у нас есть еще один вот блок поддержки, который мы удержали. Вот у нас была большая коррекция на протяжении полгода. Мы этот блок удержали и начали расти потихоньку. Вот так вот. Эта неделя у нас немножко коррекционная, но вот такое. Она, я думаю, что закроется. Дальше постараемся, я думаю, что без паники. Может, здесь что-то интересное у нас произойдет. Также, давайте мы с вами посмотрим Aptos. Тоже просили посмотреть Aptos. Что у нас тут по Aptos? Вестинг. У нас здесь есть разблокировки, большое количество разблокировок, и Aptos будет разблокироваться вплоть до... Ну, здесь, если мы посмотрим, то у нас будут разблокировки на протяжении 2690 дней. Это, ну, блин, практически 10 лет. Тут тоже 2690 дней. Длительный период времени будут разблокировать. Инвестиции. Нету у нас здесь, по каким ценам инвестировали фонды. Было собрано средств 350 миллионов, здесь неизвестно. Но капитализация сейчас, конечно, огромная. Здесь у нас есть A16Z, Binance Labs, Jump Crypto. И по поводу Aptos немножко напряженная ситуация, потому как мы находимся, ну, просто вот здесь вот, да. Ключевой уровень, где мы можем пробить просто-напросто это все дело вот и уйти ниже. И ситуация очень сложная. У меня тоже есть большая позиция в Aptos. Сижу, не рыпаюсь, конечно же. Дай бог у нас будет альт-сезон, и Aptos потянут вверх. Но тут, конечно же, мы находимся в очень, конечно же, плохом состоянии. Нам было бы желательно, чтобы мы поднялись хотя бы в диапазон 7-8 долларов, чтобы мы удерживали вот этот вот блок поддержки, и здесь вот есть тоже, чтобы мы ушли выше линии POC. Но мы пока мы с ней выходим выше линии POC, наоборот, стремимся вниз. Просто Aptos хочет вниз сюда вот направиться. Такое ощущение, что эти инвесторы от 16Z, они всегда вот так вот все это дело сливают вниз, блин. И оказывается, что они в плюсе постоянно. Потому что капитализация Aptos очень огромная. И тут мы видим 8 миллиардов долларов, да. 8 миллиардов, здесь 3 миллиарда долларов. Ну, по-любому здесь есть иксы у инвесторов. Как минимум 10 иксов. Как минимум 10 иксов. Кто-то мне звонит. Но все равно, даже судить по самой капитализации, мы видим то, что огромная капитализация и идут разлоки. В данный проект, по всей видимости, деньги вливаются. Вливаются деньги. Может быть такое, что его не сольют в дальнейшем. Но мы все равно находимся очень в тяжелом состоянии по Aptos. У нас маленький диапазон поддержки здесь вот. Вот по Aptos у нас здесь небольшой диапазон поддержки. Если мы его пробьем, то падать, конечно же, здесь придется далеко. Где-то в диапазон 1 доллар. Но многие, я помню, Aptos хотели прикупить в диапазоне 3-4 бакса вот здесь вот. И им просто-напросто не дали. Удержал манипулятор здесь цену. И потянули вверх. Тогда уже залетали в эту летящую ракету по Aptos. Все тоже ожидали, я типа куплю Aptos в диапазоне 3 доллара вот здесь вот. Но здесь им, конечно же, не дали Aptos взять. Ну а сейчас здесь манипулятор уже дает купить в диапазоне 4 бакса, можно в принципе покупать. Но желательно соблюдать риск money management, потому как здесь ситуация тяжелая, немножко тяжелая. Нам бы желательно
ну, выше линии POG, где-то в цене $7-8 быть, это было вообще шикарно. Ну, а так-то выглядит, ну, вроде бы все неплохо, но немножко тяжеловато. Итак, в принципе, что? Посмотрим, как у нас будет лето. Может быть такое, что этим летом у нас, конечно же, начнут накачивать потихоньку альткоины, потому как просто альта, ну, уже конкретно скорректировалась, и видно то, что по доминации альты мы уже находимся на отметках декабря 2020 года, января 2021 года. В принципе, вот так вот. На данной прекрасной ноте будем заканчивать. Поддержим канал лайками, подписками, комментариями. Всем спасибо за просмотр. Огромная вам благодарность. А я пошел дальше писать ролики для вас. Всем пока, до связи и мирного неба.